Уважаемые друзья, здравствуйте! Иногда бывает так, что я слышу, у меня в комментариях пишут люди, какой я аркан. Старшие арканы, их всего 21, здесь примеры разных колод, разных арканов. Старших арканов всего 21. И, еще карта Шут. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Понимаете, это большая ошибка привязываться к одному аркану на всю жизнь. И, например, если вы родились 3 числа, то ваш старший аркан вот такой, если 2 числа такой, если 1 такой. Что это может сделать? Это может помешать вам вообще жить и добиваться успеха в жизни. Потому что старшие арканы не понимаются как ваше число рождения, да? И они не привязываются к числу рождения, поскольку 21 старших арканов, и в некоторых месяцах у нас 31 день. Так что здесь вот эта система не работает, это все ложно, это все как бы высосано из пальца, что можно сказать, да, то есть это приведенное к тому, чего нет. Что такое старшие арканы, как они могут вам помочь? Это портал в понимании себя в данный момент. И карта Шут — это как сигнификатор или же карта кверента, кверент карт. То квер значит спросить. Шут он спрашивает у своей судьбы. И он встречает на своем пути 21 аркан. Это жизненные обстоятельства, которые Шут проходит. Шут — это мы с вами. Если мы позволим нашему двойнику, я сейчас возьму карту Шут, войти в состояние Шута, то есть состояние новичка, вечного студента. А мы на самом деле вечные студенты по жизни, правда? И тогда получится так, что карта Шут — это ваш сигнификатор будет, и ваш двойник отделится от вас. Двойников мы всегда отделяем, это очень правильный, мудрый выход. Потому что если мы выходим из себя, кто будет в нашем центре? Да? Мы посылаем двойников всегда за свою ауру, когда мы общаемся с другими людьми, делаем работу, и таким образом мы остаемся сами в своем центре. Да? И вот теперь, например, что я хочу сказать, что если вы как бы представите себе, что Шут — это вы, то есть это такое ноль имеется в виду возможности неограниченные. У вас есть неограниченные возможности найти свое счастье. И Шут идет по всем арканам, то есть вы проходите разный аркан в разное время вашей жизни, в разное время вашего дня, в разное время вашего месяца, вашего года, вашего периода в жизни. И таким образом вы помогаете себе при помощи старших арканов найти свою дорогу, свою мечту, свою звезду, найти свое счастье. Это идет по такому же принципу, по которому работает астрология. Я скажу это в 2 словах. Профессиональная астрология работает вот как. Есть 12 знаков зодиака, и Солнце проходит все 12 знаков за одни сутки. И тогда это называется асцендент или восходящий знак. Да? То есть каждые 2 часа Солнце в определенном знаке. Да? Есть даже такая астрология часов. Каждый час по-другому. Точно те же 12 знаков проходит Солнце за год. Поэтому наш год тоже координируется так. И точно так в картах. Этот Шут может проходить все 21 аркан за день один, за месяц один, за год один, но по-другому. За день один там по легкому принципу, за месяц более серьезному принципу и за год более весомому принципу. Но сказать, что вы относитесь к одному из 21 аркана на всю жизнь, это привязать себя к аркану, это очень ущербно. Это даже очень опасно. Например, ваш старший аркан Колесница, и вы себя привязали к этому аркану, тогда вся жизнь идет наперекосяк. Так нельзя ни в коем случае делать. Это ущербно. Я, например, этот аркан, я этот аркан. Я когда-то слышу, я думаю, мне нужно сделать видео, чтобы это все растолковать. И поэтому здесь вот я вам это все растолкую. И можно даже сделать так, все эти арканы перемешать и спросить, вот вы как сигнификатор, вот этот Шут, это вы сейчас, в данный момент, и какой вы аркан сейчас проходите. И вот вышла карта Маг. Так что вы сейчас развиваете свою интуицию, вы сейчас можете все. Вы сейчас можете не то чтобы манипулировать, но может быть и манипулировать, то есть управлять вашей жизнью. Вы можете управлять всеми сферами, сферой умственной, сферой душевной, духовной, физической. Вы можете найти свой путь, и вам все подвластно. То есть сейчас Вселенная вкладывает в вас, в понимание себя, решение каких-то проблем и задач. И
вы можете решить это все сами, вам не нужен никакой помощник. Но это только в 2 словах. Да. А вообще можно делать даже такое упражнение, все арканы выстраивать по порядку, да. Например, я первый, потом 2-й аркан кладу, выкладываю. И тогда вы посмотрите путь шута от 1 до 21 аркана. И каждый раз вы входите, как бы шут это вы входите в каждую карту и учитесь от нее как wisdom, понимание себя, лучшего понимания себя. А еще старшие арканы можно понимать как суть планеты, которые видны невооруженным взглядом. И это ипостаси Творца, которые мы понимаем. То есть каждая планета, она собой представляет какую-то духовную ценность. И все 7 планеток, которые видны невооруженным взглядом, представлены от 1 до 7 аркана. Потом развитие тех же планет на новом уровне идет, а следующие 7 арканов и еще 7 арканов до 21. Это еще один уровень развития человеческой души. Так это нужно видеть, так меня научил учитель, и так это правильно, потому что 21 делится на 3. И делится на 7, но никак не делится на ваше число рождения. Так что я вам предлагаю не отождествлять себя ни с каким особенным арканом на всю жизнь, а видеть каждый аркан как ваше развитие. И можно, конечно, делать такое упражнение, брать какой-то старший аркан и спрашивать именно на эту неделю, например, да, вот сейчас спросим, вот на этой колоде, на эту неделю, какой аркан вам, именно вам, поможет в жизни, будет давать целую неделю советы. Аркан Солнца. Это необыкновенная уверенность в себе, это такой правильный эгоизм, когда мы все соизмеряем, что к нам приходит, хочу, не хочу, люблю, не хочу или не люблю, желаю, не желаю, поможет мне это или помешает. То есть, но еще такой пунктик есть, не навреди другому, но всегда в первую очередь знай, что если это вам вредоносно, не делай этого. Карта Солнца говорит, что именно на этой неделе вот для вас будет открыта любая дорога, чтобы продвигать себя в любви, в делах. Это знакомство с любимым человеком. Обязательно. Это умение увидеть людей. Здесь много подсолнухов. Это очень красивая карта. И она говорит, что именно в эту неделю многие люди вам встретятся, и эти многие люди вам помогут, сделают вашу жизнь более солнечной, яркой, интересной. А также это успех в делах, успех, другими словами, это карта успеха. Например, возьмем следующую и спросим, а на будущую неделю? На будущую неделю. То есть вот это было на первую неделю, это на вторую. От сегодняшнего дня, от того дня, когда вы нашли это видео. Какой аркан будет вам способствовать? И здесь вышла карта башня. Правда, мы уже говорили с вами об этой карте в 2 словах в самом начале. Ну что ж, через 1 неделю вам нужно знать, что что-то нужно будет отбросить. И вы знаете, очень правильно быть человеком организованным, то есть сделать себе план. Но карта башни предупреждает, что любой план, он должен быть гибким. Вот вы себе сделали план, а что если что-то пошло не по плану? А что если появились другие обстоятельства, открылись? И вы должны быть гибкие, чтобы избегать вот этой rigidity, то есть башня — это напряжение. Тот, кто напрягается, он в определенный момент сдуется. Ну, например, вы придерживаетесь диеты какой-то, да, мы знаем, что диеты не работают, потому что вы можете держаться месяц, год, а потом все, извините, может, это было громко, но я хотела наглядно показать. Все это потом уйдет, и потому что напрягались сильно, да. Башня предупреждает вас, что не напрягайтесь сильно, делайте все в кайф. Конечно, определенная собранность нужна, но собранность это не значит напряжение. Собранность — это когда мы регулярную жизнь ведем, регулярно работаем, делаем все возможное для того, чтобы добиться успеха. Это собранность. Но в то же время готовы в любое время нашего проекта как-то все подредактировать, быть более гибким. Потому что карта башни, она дает совет и предупреждает. Все, что такое напряженное, оно разбивается в определенный момент. Оно очень хрупкое, другими словами, да. И именно эта хрупкость, она может помешать вам. Так что отбрасывайте то, что не работает в данный момент. И продолжайте искать гибкость
на той неделе, о которой идет речь, и обязательно добьетесь прекрасных результатов. Вот смотрите, мы сделали для вас предсказания на 2 недели, и мы увидели, насколько это все актуально и эффективно. А сейчас давайте сделаем на месяц. Почему нет? Сейчас сделаем на 3-ю неделю месяца, да? Вот в тот момент, когда вы смотрите, это будет 1-я неделя месяца, 2-я неделя месяца и 3-я неделя месяца. Что эта карта скажет? Это еще одно солнце. Так что, когда выходят одинаковые арканы, это, конечно, особенное благословение, и это называется место силы по-другому. То есть это то место, которое портал в изобилии и успех. Но то, что я сказала на 1-ю неделю, все буквально актуально для 2-й, вернее, для 3-й недели. А для 2-й тоже, потому что 2-я между этими 2 солнцами, правда? 3-ю неделю я вижу, что вот такая асана, это такая спортивная асана йоги, где вы практикуете уверенность в себе, внутренний стержень, знание, что вы умный человек от рождения, вы добьетесь всего, чего хотите, что вы смелый человек, что вас нельзя запугать. Вот именно на эту неделю все эти сведения вам нужны. Вас нельзя запугать. Кто-то хочет сделать так, чтобы вам было страшно. А там, где нам страшно, то обычно портал в успех. Портал в успех. Солнце – это портал в успех. Значит, на этой неделе у вас все, что вы будете делать, будет иметь результат. Какой? Успешный результат. Правильно. Но это только лишь в 2 словах. Хочу сказать, что карты эти, они тоже говорят с вами без слов, во-первых. И иногда лаконичность, она лучше, чем много-много слов. А карты наверняка вам откроют то, что вам нужно знать. Каждое мое слово, оно с людьми по-разному будет с каждым проигрываться. А это на 4-ю неделю месяца. Здесь мы посмотрим на 4-ю неделю месяца, а потом общий совет для месяца здесь. Итак, на 4-ю неделю месяца для вас, тот, который смотрит. Это колесо фортуны карта. Это то же самое, что солнце, только еще лучше. Потому что здесь не только вы успешный человек, который уверен в своих силах, это все солнце, да, который благородный, а также, знаете, знает, что он достоин лучшего. Вот это все солнце, самодостоинство, это очень важно. А по колесу фортуны, это когда вот это все самодостоинство есть, плюс еще вам просто везет. Ну, просто везет. Так колесо фортуны повернулось той стороной, что просто вот хорошая неделя, все везет. Поэтому колесо фортуны на 4-ю неделю вам обещает везение. Везение во всем, и в деньгах, и в работе, и в уходе за собой, в регулярной жизни. Это, кстати, большое везение, когда мы можем регулярную жизнь вести. И в партнерстве, в общем-то, просто везет и все. Все идет хорошо, когда везет. А сейчас на этих картах белые коты, это старшие арканы, все старшие арканы. Я возьму для вас карту общую на весь месяц. И эти карты вот можно даже себе записать на отдельную неделю и общую на месяц. И знать, что эти арканы, они будут с вами вот разумно разговаривать внутренним вашим голосом. Потому что это как высшие силы сами с вами говорят. И что мы здесь видим? Ну, это очень умная карта, это карта смерть. Не бойтесь этой карты, она очень умная. Потому что если мы не оставляем в прошлом то, что уже отжило, мы не можем получать новые деньги, благословения, мы не можем. Потому что прошлое, оно тяготит, если оно активное. Прошлое должно быть, но куда от него денешься? Но оно должно быть абсолютно пассивное. Смерть напоминает об этом. Эта карта говорит, то, что было, прошло. Сделай это все пассивным. Нельзя сказать ошибки, нужно знать, это уроки жизненные, то есть это опыт. Опыт сын ошибок трудных, да. То есть вот на этом именно опыте и люди создают себе огромное состояние, богатые люди, которые не думают, что там у них не получилось. Они знают то, что не получилось. Там была та изюминка, тот опыт, который человек получил, для того, чтобы в следующий раз получилось очень хорошо. Так что, во-первых, не бойтесь этой карты. Она говорит, что весь месяц вам нужно помнить о том, что день прошел, слава Богу, все, что было
и прошло. И здесь можно сделать такую медитацию, я очень рекомендую. Это древняя медитация, она еще была основана таким эзотериком и духовной личностью, крестьянином Рудольф Штайнер. Был такой великий австралийский, но он вообще-то немецкий был, но он потом в Австралию эмигрировал, человек, который много чего сделал хорошего для нас, много чего мы от него взяли. Например, внутренний Бог, да, Бог живой внутри, это все с него началось. И этот человек сделал такую медитацию. Я сейчас вам просто ее перефразирую на свой манер. Так вот, каждый день по карте смерти, каждый день месяца делайте такую медитацию каждый день, целый месяц. И я вам гарантирую, что ваша жизнь улучшится к лучшему. Вы прожили, какие-то события были, да? Но эти события за день были окрашены разными эмоциями. Ну, естественно, без этого никак. Хотим, не хотим, любим, не любим. Это натурально для нас. Мы же эмоциональное создание люди, да? Это правильно все. Не пытайтесь быть безэмоциональным. Там уходит эта изюминка из жизни. Но есть другой портал в изобилие. Когда в конце дня вы вспоминаете все события дня, высушенные без эмоций. То есть как будто вы являетесь побочным свидетелем, witness называется, всего своего дня. Эта медитация может занять от 3 минут до минуты, но может и больше, если вам в кайф. То есть представьте себе свой день, вспоминайте, как все было в течение дня, только без эмоциональной привязки. Вот опять все прожить, но без эмоций. Как будто вы посторонний человек, и это вас не касается. Ведь вы эмоционально не можете вовлекаться со всеми посторонними людьми, правда же? И вот так к себе отнеситесь в течение вашего прошлого дня, как будто вы эмоционально не вовлечены, а вы просто сторонний наблюдатель. И смотрите, ну вот так здесь было, как со стороны, сухо, просто как картинку. Здесь дальше так было, здесь дальше так было. Посмотреть, вот весь день свой еще раз прожить, но уже вот с ощущением через карту смерть что-то было и прошло. И тогда эта медитация, если вы ее будете делать целый месяц, она изменит ваше сознание. Вы станете более уравновешенным человеком и более как бы здравый смысл появится, да? Вот это ощущение, даже не сказала бы холодного расчета, а безэмоционального видения вашей ситуации, оно сбалансирует то, что очень эмоционально. Потому что мы обычно очень эмоционально вовлечены. Так вот, эта практика безэмоционального видения вашего дня каждый вечер даст вам этот баланс, и вы приобретете новый инсайт, то есть новый взгляд на свою жизнь. Таким образом вы можете, во-первых, успокоить нервы, а если спокойные нервы, это лучше здоровье, наверняка, и лучше возможности. Потому что спокойный человек, он не сделает неправильного решения. Спокойный человек, он не допустит ошибки, он не будет слушать других людей, он спокойный, рассудительно все видит. Мало у кого есть такое спокойствие, очень мало у людей. В основном мы все эмоционально завязаны на том или на другом. Я вам очень советую эту практику, потому что это божественная практика, она точно принесет счастье в вашей жизни. Видите, как мы разобрали старшие арканы? То есть вот это правильный, грамотный путь разобрать старшие арканы. У меня в уроках по Таро есть путь шута. Это такая практика, где мы начинаем понимать себя через каждый аркан. Потому что это как шут, проходит все старшие арканы, учится что-то у одного аркана. Как бы спрашивает, он спрашивает, вот идет шут, начинает свою дорогу и встречает мага, и говорит: маг, а что ты на столе, а что ты сейчас делаешь, а как ты живешь? И он учится от мага. И так дальше пошел, он учится у верховной жрицы, учится у императрицы, и так дальше пошел. И таким образом арканы могут очень много добра сделать для вас. А я вас всех люблю, обожаю. И дайте мне знать, как у вас прошел месяц и помогли ли вам, я уверена, что помогли, но смогли ли вы воспользоваться помощью этих старших арканов. Всех вас люблю, обожаю и до новых встреч, друзья. Пока.